Любимая игрушка Лукашенко – хоккей в белорусских реалиях уже давно перестала быть просто спортом. Для верных слуг вождя это удобный способ распила огромных средств, которые выделяются якобы на пропаганду здорового образа жизни. Например, только на зарплаты хоккеистов клуба «Динамо Минск» в месяц уходит $1 миллион. При этом впечатляющими достижениями игроки похвастаться не могут. Отметим, что клубом руководят предположительно причастный к убийству Романа Бондаренко Дмитрий Басков, а также экс-министр МВД Игорь Шуневич. Профессиональные госчиновники успешно освоили систему выкачивания спонсорской помощи из тех немногих предприятий, которые еще остаются на плаву. Правда, учитывая объемы безвозмездной помощи, такая ситуация может продлиться недолго. Один только Беларусь-Калий за 5 лет потратил на клуб около $100 миллионов. В прошлом году «Динамо Минск» запросил у предприятия еще 12 миллионов. Очевидно, любители пьяной езды за рулем и формы НКВД привыкли ни в чем себе не отказывать. Действительно, страна, гражданам которой приходится скидываться на строительство детских больниц, может и роскошную жизнь для оравы прожорливых чиновников оплатить. У республиканского бюджета есть одно удивительное свойство. Когда речь заходит о зарплатах бюджетникам и строительстве школ, деньги в нем резко заканчиваются. Но как только дело касается сфер, которыми Лукашенко любит хвастаться перед мировым сообществом, в бюджете внезапно возникают многомиллионные остатки. Так произошло в случае с сельским хозяйством, на которое правительственным указом решили выделить 450 миллионов рублей или почти $200 миллионов. Эти деньги пойдут на закупку горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений и сельхозтехники. Например, за эти деньги можно купить около 10 тысяч тракторов в Беларуси, помочь МАЗу наконец разгрузить склады или приобрести столько навоза, чтобы на ближайшие пару сотен лет закрыть вопрос по оплате труда для всех аграриев страны. В этой ситуации понятно одно: пока Лукашенко продолжает незаконно удерживать власть, ничем кроме ударного теребления долгунца экономика нашей страны похвастаться не может. Пока белорусы борются с режимом путем экономических санкций, снимая средства со своих банковских счетов, чиновники решили поглубже залезть в карманы к людям. И выпустили постановление о представлении сведений о доходах физических лиц, которое вступит в силу уже в ближайшее время, сразу после официальной публикации. Положение документа обяжут граждан делиться с налоговыми органами как источниками своих доходов, так и тем, на что эти деньги уходят. Например, на оплату штрафов, адвокатов, представительства иностранных организаций и прочие пункты, с которыми легко можно стать фигурантом дела об экстремизме либо шпионаже. При этом такая отчетность не затронет все, что относится к государственным секретам либо банковской тайне. Вероятно, если Лукашенко захочет купить себе золотую шайбу за бюджетные деньги, это будет считаться госсекретом. А вот у простых граждан от режима никаких тайн быть не может, ведь большой брат неусыпно следит за нами. IT-сфера Беларуси продолжает редеть. Благодаря программе помощи айтишникам «Бизнес Харбер» в одну только Польшу уехало по меньшей мере 2500 IT-специалистов. В рамках этой программы стартапы из Беларуси получают финансирование, а компаниям предоставляется ряд специализированных услуг, необходимых для перехода из белорусской бизнес-системы в польскую. Отток высококвалифицированных специалистов в первую очередь связан с политической ситуацией в стране. Массовые репрессии, преследования, отключение интернета – все это негативно сказывается на IT-сфере. В таких условиях этот рынок еще долго будет вызывать отторжение у инвесторов. Важно отметить, что после августовских событий Беларусь покинула 15% IT-специалистов. Еще 30% находится в процессе релокейта. Кроме Польши, для иммиграции белорусские айтишники выбирают такие страны, как Литва и Украина. Сегодня стали известны подробности нового законопроекта о работе СМИ в Беларуси. В тексте документа уделено много внимания понятию экстремизма и санкциям, которые могут последовать для журналистов за упоминание любых якобы противозаконных тем. В частности, экстремистской может быть признана публикация, содержащая оскорбление представителя власти, распространяющая ложные сведения о политической ситуации в стране, либо использующая материалы с изображением некой запрещенной символики. То есть фото с БЧБ флагом или, к примеру, Антоном Матолько может привести СМИ к самым необратимым последствиям. А судя по тому, как в последнее время журналисты и СМИ подвергаются репрессиям и давлению со стороны нелегитимной власти, независимой прессы в Беларуси может попросту не остаться. И это все на сегодня. В субботу в 17:00 подключайтесь к нашему большому прямому эфиру, где мы обсудим все самое важное за неделю. Берегите себя и живи Беларусь!